Я на суде не был, потому что я понимаю, что это все предрешенное заранее дело. Абсолютно. Это судья, кто бы он там ни был, понятия не имею в том. Он ничего не решает. Присяжные ничего не решают. Все, так сказать, предопределено заранее. И вот это самое ужасное. Это уже даже не к Ходорковскому имеет отношение, а к любому члену нашего общества. В это положение может попасть завтра любой, и ваш покорный слуга, и кто угодно. И если кто-то решит, что вот надо наказать там, господина товарища Казакова там, или Иванова, это будет сделано. И вот у Пушкина однажды спросил Жуковский: что ты хочешь, Саша, вообще-то, когда ты вот, так сказать, пытаешься сопротивляться несправедливым, с своей точки зрения, решением? Он сказал: я хочу одного, я хочу законов, а еще более их соблюдения, их исполнения. У нас, может, законы на бумаге, они есть, я не юрист, но что мне ясно, как обыватель, я говорю с точки зрения обывателя, российского обывателя. И, наверное, у Ходорковского, как у других, и не только у Ходорковского, у его коллег, может, и были некие грехи, но у кого их не было из всех этих олигархов. Почему-то выбран Ходорковский. Ясно почему. Потому что кому-то наверху совершенно было не нужно, чтобы он проявлял излишнюю гражданскую активность, когда его компания стала чистой, так сказать, открытой, когда он захотел принять участие в строительстве действительно новой России, нового общества. И начал действовать, так сказать, с точки зрения этих властей, плыть поперек течения. И тогда стал вопрос: ах ты так? Значит, вот ты-то, особенно с твоими, с капиталами твоей компании, и должен пострадать. Стать, так сказать, примером того, что мы сильнее. Мы можем скрутить любого в бараний рог. Что и происходит в течение многих лет. И вот это ужасно. То есть опять не законы, не непосредственный, ясный подход, а тома, никому не нужен документов, крючкотворство. Опять вступает в силу, так сказать, произведение дела Тарелкина, там, дело, смерть Тарелкина и всякое прочее. Традиционное российское крючкотворство. Слава Богу, что удалось в общественности, не знаю кому, освободить адвоката, беременную женщину. Но вопрос предопределен. Было бы крайне удивительно, если бы вдруг Михаила Борисовича Ходорковского вот суд оправдал. Это трудно в это поверить. И вот это самое ужасное. И тогда подрывается вера у обывателя, так сказать. Исключается возможность России, новой России, стать цивилизованной страной, где существуют законы, а главное их исполнение, когда все равны перед законом, когда все равны перед Господом Богом. Вот это грустно. Но хочется верить, что когда-нибудь мы этого уже не увидим, мое поколение. Все-таки все придет в некий баланс. Хочется верить, подчеркиваю, и не более того. Дело в том, что вот
это стагнация, так сказать, сознания, когда люди перестали, уже много пережив за последние даже 20 с лишним лет, пережив эйфорию, пережив, так сказать, от того, что вот, сейчас будет, вот тогда, когда Ельцин стоял на танке, так сказать, вот теперь мы, действительно был порыв, единение. Или там шахтеры стучали касками, и верилось в то, что что-то даже удавалось в этом смысле. А потом так тихо-тихо все стало сходить на нет. И вера в перспективу. И все начали рассуждать так. Ну естественно, ну что смешно, ну что это Ходорковский, попер против кого, полез в политику. Ну не лез бы в политику, жил бы как все, шел бы по камушкам, как в том анекдоте, не выпендривался. Был бы в порядке, ездил на своих Бентли. И вот так вот из этого безразличия, к сожалению, и правительство это знает. И тут есть опять какая-то взаимная договоренность. И вы не лезьте, и мы вам особо мешать не будем. Живите. Ну что, ну идет там, не знаю, инфляция. Ну идет. Все-то куда деваться. И все на кризис валит. Или на что-то еще валит. Понимаете, и от этого грустно, потому что хотелось увидеть Россию действительно сильной державой. А сильной державой на лжи сильной державы не построишь, что уже было доказано и при советской власти. Да и везде это было доказано. Во всем мире. Как только начинается глобальная ложь, и как бы она хитро не сплеталась, не плелась, эти сети, все начинает валиться. Я не смотрю пессимистически. Я вижу много хорошего происходящего у нас, и, так сказать, есть какие-то вещи чисто бытового порядка, которые стали для кого-то лучше. Но мы же прекрасно знаем, для кого. Понимаете? Так во всем. Поэтому, например, я вам скажу, что надо бороться там за то, чтобы твоя картина вышла. У меня 4 года лежит на полке картина. 4 года. Но я звоню время от времени. Я рассказываю коллегам. Они говорят, а в чем дело? Я говорю, вот так. Журналы задают вопрос. Никто не отвечает на них. Поэтому и так вот рождается такое пассивное равнодушие. Страх и страх, наверное, тоже. Страх, так сказать. Страх, наверное, и страх. Но страх, может быть, нету в обществе, немного приходится ездить. Нету страха такого, что вот всех опять начнутся гулаги, всех пересажают. Я не думаю. Я не чувствую, во всяком случае, этого в обществе. Когда я езжу по провинции российской, по глубинке, так сказать, я много беседую с людьми. И я живу достаточно, так сказать, достаточно взаимосвязанным со страной. И такого страха нет. Но то, что могут все что угодно, и все только деньги, да все решают деньги, все упирается в деньги, да можно откупиться от чего угодно. Для этого достаточно даже телевидение смотреть. Просто официальное телевидение.